уходит вправо. Было. У меня тоже пару раз Ой. было. Ой. Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала. Сегодня мы отвлечемся от наших работ в деревне и покажем вам наш трехдневный рыболовный влог. Вот столько мне места оставили. Спасибо большое. Комфортно все будет, я прям очень. Главное, червячки тут не трястись особо сильно. Ты такой, Ты такой, да успеем. Опять я долго. Выезжаем мы в 2 ночи. Ехать нам чуть больше 3 часов. Дорога довольно-таки длинная для нас, плюс еще и ночь, поэтому мы немного поспали, ну, конечно, кроме водителя. Доехали мы до населенного пункта, а дальше наш навигатор Виталик. Он был здесь намного больше раз, чем я и Дима, поэтому ориентируемся на его маршрут. Встречаем великолепный рассвет, любуемся красотами природы, ну и пробираемся по каким-то заросшим местам до места. А вот мы и здесь, а вам приятного просмотра. Купили мы, кстати, на пробу фидер один. Посмотрим. Самый дешевый. Надеюсь, он будет прочный и не сломается при первом забросе. Это ты только первую закинул? Да. Да. Что, нормально? Гусерочка. Вертлюжки. Широко ростовая. Сели на перекус. Катя приготовила вкусные хот-доги на мангале. Долго мы сюда пробирались, искали место, потому что на нашем месте было занято. В итоге, сколько, 1,5 часа где-то мы ездили. 2 часа. 2 часа мы ездили по полям, где трава ростом с машину, пробирались. В итоге нашли вот это место. Тут как бы, ну, не особо так. Виды-то есть, но подход к воде через канавку, то есть постоянно надо бегать через воду к удочкам. Поэтому мы сейчас, наверное, поедим и будем перемещаться туда. Ловим мы где-то, наверное, полчаса. За полчаса у нас 2 подлещика. Маленьких, ну, где-то вот таких вот. Ну, с ладошкой. Да, еще куча комаров. Вообще невыносимо находиться. Очень много. В том году вообще их не было, а в этом году прям, наверное, за 2 года отыгрываются. Вот как Виталик добирается, когда уточка прозвенела, колокольчики. Это обезьянка. Ну я просто... Кто это? Это густера. Хорошенькая, кстати. Ловим мы на кукурузу, червя и опарыша. Иногда раздельно, но сейчас я делаю бутерброд вместе, потому что была неплохая поклевка на данную комбинацию.
Катя в надеждах поймать карпа, ну а мы с Димой просто ловим, чтобы ловить. Дима на спиннинг ловит там. Спиннинг покидать. Вот. А я просто ловлю. Прикормка у нас тоже самая обычная, самая дешевая, вместе с вареной перловкой. Или вареной. Ну, с перловкой, в общем. Блин, можно лучше червя? Как мне это взять? Ну вот, смотри, как ты берешь? Бери руками. Они ж мне в руку въедят. Не едятся. Бери руками. Находи, где две точки у них. И между двумя точками. Куда ты? И между двумя точками, говорю. Какими точками? Вот, видишь? Вот опарыш. Вот две точки. И между двумя точками бросаем. Не в палец мне только. Ты аккуратно, ты как можешь палец. Ай, кидай сюда. Ну. Я не умею. Вот, две точки. Опарик. Оба. Крючок это большой. Да, это таких опарышей. Или опарыши мелкие, или такого крючка. Выставь. Как будто за что-то зацепил. Да блин. Съела опарыши все. Не в этот раз. Не в этот раз. Зарано потек. Такое тоже бывает. Зарано не пресекайте, выжидайте паузу. Вот хочется раньше, чтобы вот поймать наверняка, но в итоге получается... Не получается ничего. Поэтому лучше подождать. Не спешите. Терпеть. Главное на рыбалке терпеть. Катя настраивается тащить. Первый день, пока все бодрые, заряженные. Ждем рыбу. Ну вот и все. Чутка сгорели на таком пекущем солнце. Что там? Дима маякует тоже. Говорит, клюет. Было. У меня тоже пару раз Ой. было. Ой. И потом опять пропало. Вот такого лещика нам удалось поймать. Как споймать? Он там уже давно сидит. Ну да, вот минус крокодила. Мы насадили этого крокодила, чтобы там сазанчик какого-нибудь поднять. Потому что, ну, более мощный тут и водятся крупные сазаны. И чтобы наверняка поднять, мы снарядили крокодил. Вот, но попался такой вот, ну, это даже не лещ, подлещик такой вот крупненький. Вот, и его не было даже видно, то что он клюет. Как бы там чуть-чуть что-то
кончик трясется, а потом не трясется. Мы думали так, что может мелочь какая-то опять балуется с опарышем. И не придавали значения. Но сейчас решили вытянуть, проверить, как там наживка. И вот там сидит вот такой вот подлещик. Хорошенький вообще. Уплыл? Уплыл подлещик. Это... Сейчас и немного наберем сухостоя, чтобы ночью был поддерживающий костер. Вот, и немного от комаров, возможно, нас избавит, и тепла даст. Как бы такие деревья не пилим, которые растут, а вот такой сухостой, в принципе, вот, он сам ломается. Сейчас что можно будет поломаем, что нельзя, то попилим. Как бы ему все равно уже без разницы, он не растет, сухой полностью. Ну, я говорю, ты из-за того, что... Решили немного посидеть на ночную, потому что день нас немного разочаровал. Но мы приехали не на свое место, наше место было занято. Пришлось искать долгое вот место, я уже рассказывал. Приехали на совсем другое, которое там, наверное, в 20 километрах вообще находится. И не особо оно нас радует, это место. По улову слабенько, по комарам не слабенько, комаров много. Пытаемся спастись вот костром. Откопали, не волнуйтесь, все хорошо. Ну, поэтому, не знаю, разочарован все немного. Немного есть расстройство легкое, но главное, вы не расстраивайтесь. Хватит того, что мы стараемся. Ночной житель. Тут, кстати, у нас под берегом судак ходит. Мы когда уходили за дровами с Димой, Катя тащила вот эту вот удочку, и ей зацепился судачок. Ну прямо за рыбу. Но, правда, сошел. Не удалось Кате споймать его. Катя не умеет еще пока. Вот, еще, кстати, минус нашего места. То, что палатка находится там. А место само через канаву. И мы тут набросали бревен, чтобы хоть как-то можно было переходить. И вот каждый раз то вот так вот. Тоже неудобно. Потому что слышишь колокольчик, кушаешь там, слышишь колокольчик и сюда. Тоже так себе. Ты не хочешь еще раз играть? Всем доброе утро.
Это наш второй день на рыбалке. Мы проснулись. Как бы погода нас не радует, потому что пошел маленький дождик. Сейчас, я не знаю, вроде облака расходятся, может все будет хорошо. Погода стала холоднее, то есть с 30 градусов она опустилась на 20. Вот, по клеву, ну, пока еще средняя. Ну, чуть-чуть получше, чем вчера, например, вечером было. Но все равно слабенько. Комаров также много, поэтому, не знаю, вчера были мысли, может быть, и остаться на 2 дня, а не на 3. Мы посмотрим, как будет клев. Если клев будет хороший, то останемся на 3. Если будет слабенький, то на 2. О, клевка. Не пусто. Не успел. Ну, там расслабила леску, там уже либо подтягивать, либо подсекать. Угу. Как пойдет. 2 пары съелось. 1. Да. Сейчас решили еще засолить нашу добычу, потому что некоторые начали уже дохнуть. И чтобы их довести до города, засолим их в ведре, прямо здесь. Конечно, не густо пока что, но и не пусто. Вот прикормка у нас состоит из 2 составляющих. Это перловка, самая обычная. Пакеты потом выкидываем, не волнуйтесь. Забираем с собой. И прикормка. Самая дешевая со светофора. Сначала перемешаем перловку с прикормкой, а после добавим воды, если будет необходимо. Да, можете, кстати, увидеть, что забрасываем мы недалеко, буквально пару метров от берега, потому что от тряски было, как будто мегалодон там уже на крючке. Вот, забрасываем недалеко, потому что тут такое место, то что мель, очень много мели. Там вот на том берегу вообще глубина по колено. То есть там буквально вот даже почти до центра можно дойти по колено. Ну и тут тоже глубина такая не особо большая. И тут, по сути, идет такая вот, ну, бровочка маленькая. И бросаем почти под самый берег. Там буквально вот 4 метра, наверное, от берега. Ну, 5, может, это так. Потому что дальше идет опять мель. Там еще течение очень сильное и уносит кормушки. Вот пробовали даже найти на 200 грамм, все равно на добрый путь просто уносит. Вот, а кормушки у нас по 120.
Если дальше кидать, то их сразу течением в сторону и все. Ну и нет смысла там далеко кидать, потому что мелко. Ну, как бы и так клюет под берегом тоже. Там вот, по сути, куда Дима кидает, где мы вот ловим. Я оттуда сегодня леща достал. Вот такого вот. Вот, тогда Катя еще спала. Реально? Ну. И там, по сути, вообще вот чисто берег. Потому что до берега там вот 2 метра. Ну, если с того берега смотреть, где мы. Что, Но отпустим? глубина там побольше. Пацак. Давай. Ну, надо было тебя взбодрить чуть-чуть. Вот, уже покрупнее что-то. Блин, когда я такую рыбу? Это вот крючки обрывала, думаешь? Не, ну это Вот вряд ли. разница между опытным рыболовом и не очень. А каким опытом? Я ж так редко тоже езжу. В последнее время некогда ездить на рыбалку, вот раз в год выбираемся где-то. Ну смотри, у тебя крючков, грузиков, ну и вот все для рыбалки больше, чем у меня в миллион раз. Ну, так потому что это- у меня 0. За всю жизнь собраны. Это ж не то, что за раз. А я еще даже не начинал. А, сегодня, кстати, упал в воду. С этого вот нашего мостика подъезжал к нам мужчина на лодке, попросил ножик. Там что надо было обрезать. Ну, я как-то в попихах начал идти, и нога начала соскальзывать, я начал падать, схватился за ветку. Вот так вот опрокидываюсь. И вот думаю, ну, и так упаду. И поэтому просто спрыгнул, стал ближе к берегу, там глубина уже по колено. Вот, обмочился, поэтому уже в тапочках хожу, а не в берцах. Берцы мокрые стоят. Да. Ты тоже, блин, чуть не упал только что. Еле баланс Кстати, вот вчера целый день бегал оттуда на поклевку. Так ты и утром около сейчас точки. бежал Да, очень и быстро. утром бегал, все было хорошо, прям бегал, а тут просто пешком шел и упал. Я уже, наверное, за эти дни 2 дня скину в весе. Такие марафоны буду устраивать. На каждую поклевку бегает. А сколько уже таких поклевок было просто? Ой, много. Штук, наверное, 7. Это потому что еще на этой было, на этой, на той. Так каждая по чуть-чуть. Чух-чух-чух. И вот сейчас вот дойду на стул сяду. И опять начну. Ты переставь туда стул. Стол неудобно. Посмотри. Ладно, пока я чуть попозже. наверное. Опять стоит, ждет. Опа. Ну все. Вот и все. Диму споймаю. Нет. А как кукурузка так высоко ушла? Реально стрих кукуруза ушла. Не, это возможно. А нет, уклейка. Или маленькая чухоль. Нет, уклейка. Да, уклеечка. Чуть. Съел. Кстати, видишь, у него царапины есть, на нее нападали. Угу.
Нифига себе. Такая беда, смотри. Чтоб как в прошлый раз не получилось. Нифига. Это кто, лещик? Да. На кого похож? На язика. Уже красные плавнички. Ну не, это скорее всего лещик. Ну, подлещик. Хотя, может, и лещик. У разного, у каждого свои размеры леща и подлещика. Вот, не было времени снимать. Катя только что достала на свою. Вот это похоже, вот это вот, наверное, ясь. Все-таки, да, он красный, видишь? Красный, плавники, и этот красный. Вот это точно язик. Достала язика. Что там не цепляется? Ну, хорошо зацепил. Точно бы не сорвался. У него весь рот кровавый. Ну, вообще красавчик. И он вообще какой-то, видишь, покоцанный. Ну так, река, борьба за жизнь. Что? Что у нас было на обед? Ну, вот картошечка с этим, с мяском. Ну, вообще, это на шампурах надо было готовить. Но мы кинули в мангал. На сколько? На 30 минут где-то. Да. Но будет вкусно. Спасибо, Екатерина. Только она не соленая, вот это проблема. Ну, Вот я ничего, сейчас про это подумала. ничего страшного. Ага. Что, соли с собой не взял? Ну. Опять моя. Вообще прям жестко клюет. Беги. Ран. Не, слишком медленно. Норматив не прошел. Зверь-монстр. Зверь-монстр. Сложим аккуратно, красиво дрова, которые мы вчера напилили. Ночью мы ими не пользовались, потому что Катя начиталась, что они, костер привлекает медведей. Вот, а до этого нам мужчина сказал, что тут медведи, кабаны водятся. Вот, его Катя была на кипише, поэтому костер мы не разводили. И поэтому, чтобы они лежать, не оставлять, точнее, чтобы дрова просто в куче лежали, аккуратненько их сложим, может кому-то следующему, кто здесь будет, они пригодятся. И кто это? Обалдеть. Кто это? Это лещ.
Думала, карп. Карп? Я б такого карпа пожарила. Ой, смачно. Хотя вообще на язя похож. Потому плавники красные. Здорово, здорово. Класс. Ну, хороший. Вот скажите, это вот лещ или ясь? Потому что нам говорили, что... Ну и в интернете видели то, что ясь с красными плавниками, а лещ чисто с черными. Но я все время вот ловил таких и думал, что это лещ. Как бы, ну для меня это лещ. Уходит вправо. Ну зайди в воду ближе. Куда ближе? Что это? Сом. Сом? Маленький. Прикол. Какого мы не ожидали увидеть. Ну, Ловили так. вчера сама, ничего, но сама да, тут сомик. Из ниоткуда. собрался уходить. Не, ну такого надо отпускать. Это прям вообще кров. Что за вообще? Какая-то подсак. Ну, тяжеловато. Ага, вот почему. И там рыбка есть. Боже, я думал, что твоя. Запуталось тут все. Ну, Ну, тебе надо сейчас свою удочку. Через Виталика. оп, сорвался. Подсак. Оп. Тихо, я сам чуть не упал. Первый раз за все время протестировали подсак. Да. Мы первый раз Ну, его вообще можно купили было и и первый без раз него. протестировали. Ну, можно было без него, да, Ну, но можешь уже надо выкинуть было эту помочить его в водичке. На этом все. Пока пауза. Так подорвался быстро. Вообще. Хорошая поклевка была, серьезная. Пока что затихло. Ты ждешь? Да. Ну пробует просто. 100%. Сейчас достану. Развели тут такой костер маленький, чтобы немного дым поддерживать, потому что комаров вообще невыносимо. Роями летают. Вчера вечером то я не знаю, такой просто глобальный шум стоял такой от комаров там. Их, не знаю, летало очень много. Тысячами, наверное. Ну там летало тысячами, тут десятками. Нам еще повезло, что нас не съели полностью. Но все равно по сравнению с тем годом здесь очень много комаров. В том году ни одного, а в этом за все года. Вот, кстати, наш инкубатор, холодильник. Так вот, закопанная ведерко, где мы солили рыбу, чтобы холод держался, чтобы она не портилась, чтобы довести домой.
Ну что, дорогие наши, завершаем мы нашу рыбалочку. С 3 дней мы переключились на 2 дня, потому что много есть, но как бы клев слабенький, потому что не наше место, на которое мы ехали. Комары, очень много комаров, невозможно находиться. Но еще самая главная проблема — это то, что мы сгорели на солнце, и у Кати опухла нога из-за того, что, ну, как бы сгорела нога, и она опухла. Поэтому мы решили не сидеть еще одни сутки, чтобы как бы принять какие-то меры дома, там тоже мазь помазать, еще что-то. Поэтому решили сворачиваться и ехать на ночь домой. Пробовали мы здесь 2 дня, 2 ночи. По клеву, ну, более-менее было, в принципе, не так, как у нас в городе, что просто сидишь и смотришь на молчащие удочки. А по-своему развеялись, увидели поклевки, увидели рыбу, подоставали рыбу, в целом отдохнули. Если не комары, конечно, то отдохнули. Вот, ну ладно, отдохнули. А вам спасибо за просмотр. Надеюсь, вам тоже понравился такой необычный формат видео. Не только деревня, а вот рыбалка. Если понравилось, будем еще периодически так чаще выбираться. Но если не понравилось, будем выбираться, но не показывать. Вот, спасибо за просмотр. Всем пока.